Продолжаем. Это второе видео по 9 лекции. Тема «Отложенные функции и поиск в Битриксе управления сайтом». Хорошие, сложные, редкие вещи. Обычно требуется там что-нибудь на инфоблоках, на компонентах наколдовать. А вот отложенные функции поиск – это такой, уже не входит в базовый джентльменский набор, но знать их прям не повредит для некоторых сложных задач. Начнем с отложенных функций. У них, знаете, это вот функция, вот эти отложенные функции, это как раз ровно то, о чем вы подумали. Это функции, которые делаются не сейчас. Помните, пожалуйста, какова структура сайта. Это у нас шапка, это тело и подвал. В шапке обычно выводится шапка HTML-ная, head. Это мета-информация, это title, это контактные данные, уже если говорить про визуальный блок, это меню, логотип, H1, хлебные крошки. В подвале тоже контакты, меню, копирайт, там, юридические какие-то данные. А тело это новости или каталог, или какие-нибудь формы, или что-нибудь такое. Так вот, теперь вспоминаем. Мета и H1 выводятся в шапке. При том, что логика, которая их рассчитывает, работает в теле. И сразу возникает вопрос, а как это вообще устроено? Есть официальная документация, которая это разъясняет. Ссылка на нее вот здесь. Но вы лучше видео посмотрите. По крайней мере, надеюсь, будет понятнее, чем то, что там написано. Давайте вспомним, как выводится мета и H1. Вот дословно, вот буквально каким кодом. Посмотрим на типовой пример header PHP из какой-то там тиражки. У меня какая была под рукой, я посмотрел. Здесь у нас show head для вывода заголовков. Это CSS, это JS, это метаинформация. Выводится title через show title, и этот же show title, но с аргументом false, нужен нам для того, чтобы вывести H1 уже ближе к телу сайта. Но все еще в шапке. Запомнили show head, show title и show title false. Прошу прощения. А как задаются эти мета-теги и H1? Для примера посмотрим на современный код Bittrex News Detail, а именно файлик component.php. Вот эти строчки прям подряд шли, очень удачно я их заскриншотил. В коде компонента, а компонент в теле, напоминаю, у нас идет проверка аргументов, параметров, вернее, setTitle, setBrowserTitle, setMetaKeywords. Если они установлены, ну причем забавно, да, setTitle проверяется просто на булевую true, а rparams, setBrowserTitle, setMetaKeywords проверяются на идентичность с символом y. Странно. Вроде одного поля ягоды, все флажки. Ну да ладно. Задается заголовок H1 через setTitle, заголовок страницы через setPagePropertyTitle и все остальные метатеги тоже через setPageProperty. С указанием того, какой конкретно это метатег. Keywords или description или какие-нибудь еще метатеги. Опять же, запомнили, для задания используется setPageProperty и setTitle. Для вывода showHead, showTitle. Ну, по крайней мере, созвучно у нас setTitle и showTitle. Наверное, мы о них и будем говорить побольше. В документации, если кто любопытный и пойдет туда посмотреть, даже если вы туда не пойдете посмотреть, все равно там эти функции будут. Есть метод getTitle и есть метод getPageProperty. Но загадка, они почти нигде не используются. То есть есть setTitle, getTitle, showTitle. Интуиция вроде бы подсказывает, что show title это просто эхо get title, но на практике оказывается не так. В чем особенность? Set методы, set title, set page property сохраняют данные в полях класса CMain, а именно в полях объекта. CMain, вернее $application это экземпляр класса CMain, если кто не знал еще. Поэтому документация по CMain это документация по $application. Эти set методы можно вызывать сколько угодно раз.
То есть на странице может быть много компонентов. Каждый может задавать свой тайтл. Но прав окажется последний компонент. Чуть позже покажу пример. Get методы, они довольно бесхитростные. Они возвращают ровно то, что вы через set последний раз задавали. Опять же, сейчас будет примерчик. Show методы выводят последнее значение. Get возвращают текущее, а show выводит последнее. Вот она, две разницы. Вернуть текущее и вывести последнее. Нет метода, который бы возвращал последнее, и тот, который выводил текущее. Пример следующий. У нас вызывается showTitle в самом начале кода, а затем мы делаем setTitle1, echo getTitle, setTitle 2, echo getTitle. Поставьте видео на паузу, посмотрите на код повнимательнее, попробуйте предположить, что именно мы увидим в нашем этом немножечко рафинированном примере. Еще раз, showTitle должен вывести последнее значение, а getTitle текущее значение. Ну, пошли, хватит вас томить. У нас будет showTitle, title 2, а getTitle выведут 1 и 2. Как оно работает? Почему так? Сейчас будем разбираться. Дело в том, что у Bittrex все не так просто. Ну, вот, казалось бы, да, там, где у нас эхо, это вывод в консоль. Ну, или в поток вывода, который браузер потом увидит. И PHP-код, и просто верстка – это просто вывод. Но не совсем так. Я иногда говорю, что Bittrex, он как бы двухпроходный. Каждый кусочек верстки дважды рассматривается, прежде чем вывести. Но это не буквально так. Это лишь метафора. Как на самом деле устроено? У Bittrex есть такой стек вывода, который изначально пустой. Значит, по умолчанию у нас пустой стек и включена буферизация. Вот это сложная технология, в которой очень легко допустить ошибку, поэтому ее используйте только там, если точно в себе, в силах своих уверены. Bittrex в начале страницы открывает буферизацию. Что такое буферизация? Это перенаправление потока, можно сказать. Все, что вы через эхо или через print, через такие функции выводите, попадает не сразу в браузер пользователю, а попадает куда-то. Ну, там, переменную, которую Bittrex потом проверяет. Так вот, если на странице ни одного show метода нет, то Bittrex начал буферизацию в начале страницы, дошел до конца, закончил ее, и потом сразу единым куском все выдаст. Он не будет прям построчно вам выдавать верстку, как вот сделали эхо 1, эхо 2, эхо 3. Вам не будет браузер приходить сначала 1, потом 2, потом 3. Вам сразу придет со строчек. Но как только Bittrex встречает show метод, что он делает? Он заканчивает простой вот этот кусок верстки, помечает, что это простой кусок, делать ничего не надо, просто строчка какая-то текста. Заканчивает этот кусок и помещает в стек. Затем, в зависимости от того, какой это show метод, он специальный код помещает у себя в стек, такую напоминалочку для себя. Допустим, он видит show title. Ага, а вот здесь надо будет потом в конце поставить title. И начинает новую буферизацию, начинает новый кусочек. В конце страницы он заканчивает кусок в любом случае верстки, сохраняет его в стек и проходит заново. Простые куски, которые помечены как простые, он прям так и выводит без изменений. Если он видит себе напоминалку, ага, надо сюда title вывести, то отлично, он этот тайтл и подставляет. Если шоу какой-нибудь другой шоу-хед, он вызывает функции, которые соответствуют шоу-хеду. Вот, собственно говоря, и все. Это чем-то напоминает усложненный шаблонизатор. Как в простых шаблонизаторах все выглядит? В месте, где у вас нужно подставить какие-то вычисляемые данные, да даже в почтовых шаблонах Bittrex так, становится специальный код, решеточка, название переменной, решетка. И после того, как код выполняется star replace, заменить специальные строчки на значение функции. Вот show title, show head, все эти show функции
по сути, что-то типа аналогов PHP для вот этих макросов заменяемых. Еще раз, есть стек и у Bittrex буферизация. Буферизация позволяет как раз-таки перехватить данные и не выводить их в браузер. Все, что вы пытаетесь вывести, попадает в этот кусок, в этот буфер. Как только Bittrex находит show метод, он заканчивает буферизацию, заканчивает кусок, сохраняет в стек, как обычную строчку. Все show методы он тоже сохраняет в стек, как с примечанием, что здесь надо что-то посчитать и потом вывести. И начинает новую буферизацию, новый кусок. А в конце страницы, опять же, заканчивает кусок, сохраняет в стек и for each, ну прям, это же массив, стек, он for each по нему проходит. Если это просто кусочек кода, он его эхает, выводит вам. Если это метод show title, он там лезет, вычисляет, чему равен этот title сейчас оказался. Именно поэтому, кто последний, тот и прав в этих методах. Подставляет значение. Все. Посмотрим снова на наш код. Простой вывод тут встречается дважды. Условно, где-то там вверху Bittrex начал кусочек, и как только встретил show title, он такой, ага, вот, стоп, кусок закончился. И эхо show title попадает в стек. Затем он видит show title и сохраняет в стек, что а вот здесь надо посчитать. Я пока не готов ничего вывести, надо посчитать. И начинает следующий кусок. В следующем куске нигде нет волшебной функции show, есть только set и get. И он это сохраняет опять же как простой вывод. Потом дошел до конца и снова проходит по всему стеку. Простой show title, вот эту строчечку он выводит. Show метод он уже может посчитать, он смотрит, какое было последнее значение, последнее было title 2, выводит title 2. И затем добавляет простой вывод вот этого, что у нас тут было, эхо, 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 вот все эти эхо он выводит. Какие выводы надо сделать из этой схемы? Тавтология немного. Выводы. Для вывода данных, вот таких отложенных, нужно всегда использовать show методы. И нужно помнить, что get методы возвращают текущее значение. Еще раз, вот просто тем, кто знает английский, это довольно просто понять. Show, это даже переводится как вывести или показать. Get получить. Функция может внутри себя делать эхо и ни какого реторна не содержать. Это show. Функция может не содержать эхо, а только return какой-нибудь. И это будет уже get. Вот у нас есть get title, получить значение, и show title, вывести последнее. Наоборот, никак нельзя сделать. То есть эхо get нам все равно будет выводить текущее значение, потому что с точки зрения Bittrex это просто какое-то эхо, просто какой-то переменный. Только show для него имеет значение. Только по show он нарезает вот эти стеки. И еще важный вывод. Получить именно в переменную какое-то самое-самое последнее значение у нас не получится. Вы только можете пометить в верстке блок, куда нужно вывести его. Но вы не можете написать if, окончательный title содержит что-то, сделать что-то. Не получится. Если вам так уж нужно, чтобы ваш код зависел от последних вычисленных значений, то это должно быть в самом последнем событии Bittrex, что-то типа on end buffer content или около того, там несколько событий в конце, в зависимости от того, какое состояние вам нужно. Вот там эту логику надо делать. А в самом коде, увы, там никакой if show содержит слово не получится. Вот по такой технологии отложенных функций и работают. А давайте вернемся к примеру на всякий случай и прокомментируем, как же так получилось. Вот прям еще раз. Держим в уме, вот здесь до начала кода Bittrex начал буферизацию. И, и держит поток, запоминает все, что в него попадает. Таким образом, эхо равносильно приклейка вот это значение к какой-нибудь строковой переменной. Как только вот, буферизация началась, стек пустой, вы увидели эхо show title. Эхо show title – это вывод, он перенаправился в буферизованную переменную.
Теперь у нас есть некая переменная, где написано showTitle, двоеточие, пробел. Потом Bittrex видит showTitle. Тут он говорит, так, стоп, заканчивает буферизацию, все данные сохраняет себе в стэк, а у нас там только showTitle, двоеточие, пробел. Потом сохраняет в стэк примечание, что надо посчитать title. Потом опять начинает буферизацию с чистого листа. Новая переменная для буферизации, она пустая. Туда попадают br, эхо, вот именно что вот это слово эхо getTitle двоеточие равно. Опять эхо title, так как get возвращает всегда значение текущее. Вот мы только что задали setTitle, title1, get нам его и вернет. Соответственно, у нас будет эхо, getTitle, title1, перевод строки. И точно так же во втором случае. Эхо getTitle, задали, прочитали, вывели. Поэтому первый кусочек эхо, просто showTitle. Второй кусочек это вычисление тайтла. Третий кусочек это эхо getTitle, title1, эхо getTitle, title2. Все, дошли до конца, вот здесь, под BR. Bittrex заканчивает буферизацию, собственно, вот этот весь третий кусок у него попадает в стэк. Он проходит по стэку заново. Простые строковые первый и третий блок он выводит как есть, а когда ему нужно вывести showTitle, вот это примечание, напоминалочку свою выполнить, он идет в application, делает getTitle, вот теперь он его делает, смотрит, что там есть, и эхает, выводит его вот сюда, между первым и третьим блоком. Вот поэтому у нас получается такой странный вывод. showTitle последнее, а getTitle всегда текущее. Этот нюанс достаточно важен. Если вы когда-нибудь будете проходить официальную аттестацию от компании 1С Bittrex по владению их продуктом, захотите стать сертифицированным разработчиком, то, как показывает практика, этому моменту уделяется довольно мало времени в подготовительных занятиях и в академии самой. И это может там, вам выстрелить в ногу, потому что задания, связанные с этим, там точно будет. И не раз, и не два я видел возвращенные, ну не мне, а возвращенные задания по экзамену с формулировкой «Эхо getTitle делать нельзя». Это Bittrex знает, проверяющие. Они показывают, они ждут, что вы тоже это откуда-то узнаете, при том, что это вроде как нет в подготовке и вроде как нет в академии. Ну, просто должны это где-то были знать, считайте, что вы это должны были узнать вот с такого видео. И давайте продолжим. И у нас есть, ну, в общем, раз такая технология в Bittrex есть, глупо было бы держать ее в ежовых рукавицах. Есть возможность использовать ее для себя. Не только set title, set page property, но можно и вообще свой контент любой в любом месте понавтыкать. Это иногда используется в процентах в, не знаю, 10-15 проектов. Когда вам, в общем, как выглядит задача, решение которой это использование отложенных функций. Очень просто. По верстке вам нужно какие-то данные выводить раньше, чем вы вызываете компонент, который их выводит. H1 это очень хороший пример, и вот у нас в академии будет тоже пример с выводом рейтинга. Или был, у кого-то был, у кого-то будет. По одному заданию на детальной странице товара есть звездочки рейтинга, кликабельные. Поставили звездочку, она сохранилась в базе. И вот этот рейтинг нужно вытащить из компонента и поставить после H1. Эта задача решается как раз-таки своим отложенным контентом. Потому что вам нужно вывести рейтинг определенного товара, а что это за товар, вы не знаете, потому что еще, возможно, даже комплексный компонент не сработал. Ведь должен сначала комплексный компонент сработать на детальной странице, понять, что ага, это вообще каталог, это вообще про меня. Понять, какая страница нужна, элемент.php, вызвать ее, там должен быть компонент каталог элемент, он должен понять, что да, это про меня, это ко мне. Понять по текущему урлу, какой
Товар надо вывести, отыскать его в базе, и только после этого будет доступен его рейтинг. А вам нужно это сделать сразу в H1. Поэтому вариантов всего два. Это писать специальный код или отдельный маленький компонент, ставить в H1, который будет дублировать функциональность. Тоже будет URL разбирать и смотреть, товар это или не товар. Или использовать вот отложенный контент. Правильное решение использовать отложенный контент. Но тут надо быть аккуратным. Там один неверный шаг, и страница вся развалится. Есть два основных метода. Show View Content, который показывает контент по определенной метке, и Add View Content, который, собственно говоря, создает контент по определенной метке. У SetTitle и ShowTitle такой проблемы не было. Title, метка заложена в названии метода. Title, он и в Африке title. Вы либо его задаете и передаете строчку, либо его выводите. А здесь даже у show есть один аргумент, как минимум. Смотрим пример. Код. Сначала мы делаем show view content. Вот пока мы здесь, опять же, иногда это вижу, поругаюсь. Поругаюсь. Мягко поругаюсь. У функции show не надо вызывать эхо. Эхо нужно, чтобы вывести какую-то переменную или константу. В общем, чтобы вывести какое-то значение. Show она сама по себе выводит, и она ничего не возвращает. В show функциях нет метода return. Считайте, что там false возвращается или null, что угодно. И когда вы делаете эхо show, вы по сути делаете эхо false или эхо null. У вас ничего не будет выведено на экран, но Storm, я про IDE, PHP Storm, если вы ее используете, хорошая IDE, пользуйтесь ей, будет ругаться. Вы, мол, вызываете эхо для функции, которая ничего не возвращает. Он прав, не надо так делать. Эхо show – это тавтология. Эхо get, пожалуйста. Эхо show – нет. Либо show, либо эхо get. А как мы с вами чуть раньше выяснили, эхо get почти никогда не надо использовать. Соответственно, никакого эхо show и все. Возвращаемся к нашему примеру. Мы вызываем show view content. Говорим, нам нужен блок под названием custom data. Потом выводим 3 знака минус. И потом этот контент определяем. Делаем add view content. И как мы видим в примере вывода, у нас будет сначала этот блок, здесь это hello, а потом будут 3 минуса. Потому что мы сначала сделали show, потом 3 минуса, потом задали. Мы даже в AddViewContent нигде эхо не использовали. В принципе, у вас не должно возникнуть сомнения, что будет сначала hello, потом 3 минуса. Интересный нюанс, который, вот не помню, чтобы где-то о нем говорили. Этот AddViewContent можно вызвать несколько раз для одного и того же блока. И он не перезапишет старые данные. Этот блок Custom Data будет приклеивать все новые и новые данные. Поэтому если мы к предыдущему примеру добавим еще одну строчку add view content world, у нас получится hello world. Клеятся строки, даже без разделителя какого-то. Поэтому, если вы надеетесь перезаписать данные где-нибудь, то смею вас разочаровать. Данные будут склеены, а не перезаписаны. Мне всегда нравилась вот эта функция, вернее метод add-view-content. Вот стараюсь ей пользоваться сам всегда и настаиваю, чтобы пользовались именно ей. Но есть один случай, когда она не совсем подходит. Когда нам нужно в блок вывести не просто какую-то строчку 2, 3, 5, а когда нам нужно какую-то сложную прям верстку вывести. Например, тот же самый пример с рейтингом, который у вас есть в Академии. Рейтинг – это компонент. Соответственно, вы не можете сделать add view content и передать туда вызов компонента. Это неправильно. Вам нужно туда переменную выдать, в которой строчку текста, а компонент не возвращает эту строчку, компонент ее выводит. Соответственно, в шаблонах компонентов доступны две функции. SetViewTarget, и туда название метки, и EndViewTarget. Вот как они работают?
когда вы вызываете setViewTarget, вы по сути сделали addViewContent и передали туда первый параметр. Мол, а сейчас пойдет блок, который не надо выводить прямо здесь. Это отложенный контент. И называться метка этого контента вот такая-то. Потом вы выводите все, что вам нужно, вызываете компонент, выводите HTML, принтер какой-нибудь делаете, да кто вас знает. Потом вы вызываете endViewTarget. И эта команда Bittrex, все, отложенный контент закончился, метка его вот там выше в setViewTarget подсмотри, и давай заканчивать, и идем дальше к обычному контенту. Это удобно, как я уже сказал, исключительно для сложной верстки, и при этом доступно только в шаблоне компонента. Если вам нужно из, например, футера что-то в хедер вывести, во-первых, это странная задача, скажем прямо, а во-вторых, ничего не мешает, просто эти данные, ничего у вас в футере не должно вычисляться. А если что-то вычисляется в футере, лучше это... Я сам себя загнал в ловушку. Если у вас что-то вычисляется в футере, у вас что-то неправильное. Ничего не должно вычисляться вот прям в коде, всему должен быть компонент. А если у вас компонент, то там setViewTarget, endViewTarget доступен. Вот так выкрутился. И еще есть небольшой такой неприятный нюанс. У setViewTarget, endViewTarget нет документации, есть только пример по ссылке. Но с другой стороны, если вы один раз поняли пример, то и документация вам особо не нужна. А вот что касается addViewTarget, вернее addViewContent, вот на слух они перепутаются showViewContent, addViewContent и setViewTarget, endViewTarget. Развели тут много функций для одного и того же. Теперь люди путаются. У addViewContent документация есть. Там 3 параметра. Это метка, это контент и это сортировка. Можно с ней поэкспериментировать. Скорее всего, вот Hello World можно превратить в World Hello, если сортировку разную задавать. В общем, старайтесь, если есть возможность, пользоваться все-таки addViewContent, а не setViewTarget, если у вас простые данные. В принципе, можно даже сымитировать setViewTarget и endViewTarget с помощью буферизации. Но, как я говорил сегодня, буферизация это не то, что палка о двух концах. Это палка, состоящая, в принципе, из одних концов острых. Очень, очень легко порезаться, когда пользуетесь буферизацией, поэтому самая любимая моя ошибка, которую я вижу, когда приходится пользоваться буферизацией, это предупреждение Bittrex, что ой-ой-ой, вы буферизуете внутри обработчика конца страницы, который тоже буферизован. В общем, там оно и по-русски, и по-английски нечитаемое, трудно понимаемое. Так что пользоваться буферизацией надо осторожно. Но тем не менее есть возможность. Если вам нужно что-то со сложной версткой сделать, сделали obstart, PHP-шная функция для буферизации, потом obgetClean, и вот этот obgetClean возвращает строчку, которую можно передать в addViewContent. Ну, как по мне, setViewTarget и endViewTarget прям нечитаемые, легко пропустить. Хотя и obstart, наверное, тоже скажет. В общем, такой вопрос. Дело вкуса. Важно. Не пытайтесь вызвать show view content внутри шаблона компонента с включенным кэшированием. Кэширование с буферизацией, со всей этой историей отложенных функций вообще не работает. Add view content и другим альтернативным способом добавлять контент можно, но выводить не-не-не-не-не. Нет, прям вообще нет. У вас вся страница расползется. В том самом месте, где вы внутри кэшируемой области попытаетесь сделать show view content, вот с того момента у вас, считайте, страницы уже все, уже нет. Она вся будет себя вести очень странно. Как минимум у вас вся вторая половина компонента после show view content пропадет. И начнется сразу, допустим, футер. В общем, от вас и не потребуют это делать в академии, и на экзамене тем более не потребуют, но и смотрите сами, не додумайтесь до такого. И еще одна интересная тема – поиск. Люблю про эту тему поговорить. Она очень слабо документирована, она полна сюрпризов, если в нее окунаться. И тем не менее, она достаточно полезная для понимания того, как в Bittrex устроена
одна из немаловажных частей. Как ни странно, поиск приходится дорабатывать не так, чтобы очень уж редко. Когда, представьте, дело имеете с интернет-магазином, в котором какие-нибудь электроприборы, какие-нибудь в общем, представьте, что мы имеем дело с промышленным интернет-магазином, где товаров десятки тысяч, где товары называются совершенно непроизносимыми словами, где люди обычно по телефону друг другу артикулы диктуют и потом их на сайте находят. Вот в таких интернет-магазинах поиск на самом деле очень больная тема. Это вам не красный диван и не синий диван, как у нас в примерах на лекциях было или в тиражных сайтах. Обычно задача, чтобы пользователь нашел нужный ему, да в принципе еще на аптечных сайтах тоже очень большая проблема с поиском. Ведь эти названия лекарств там написать его без ошибки в поисковую строчку в принципе, наверное, невозможно. Какой-нибудь отсылок к цинум попробуйте ввести, да, не подглядывая подсказки Гугла. Так вот, доработка поиска – это сложная, часто встречающаяся задача. Поэтому врага надо знать в лицо. И первое, что надо знать про врага, что поиск – это отдельный модуль. Модуль называется Search. Что еще важно? Не знаю, есть у кого-то такое заблуждение или нет, но, на мой взгляд, может встретиться. Надо понимать, что поиск – это не то же самое, что выборка из элемента инфоблока, не get-list. Вообще нет. Это разные таблицы в базах данных, разные методы работы с ними и разная логика. Сами подумайте, мы в поиске можем включить морфологию. Ну, то есть по не совсем этой фразе найти чуть-чуть другой ее вид. Например, по запросу электричества в теории можно найти гидроэлектростанцию. В инфоблоках, конечно, нет. Если вы выбираете с фильтром name равно электричество, то вы либо найдете электричество, либо не найдете вообще ничего. А вот такого, что гидроэлектростанция найдется почему-то, такого там, конечно же, нет. Поиск Bittrex может вести по разным модулям. Это, как правило, инфоблоки, форумы, блоги. И главный модуль сам – это статичные страницы, которые вы создаете с помощью ваших рук, создавая страничку в виде файлика и добавляя туда контент. В модуле на самом деле не так много компонентов, как в инфоблоках, тут всего два их. Это поиск по заголовкам и страничка поиска отдельная. Есть еще форма поиска, но я вас умоляю, это вот компонент, который ничего не делает. Это просто форма, которая нас уводит на страницу поиска. Когда есть задача сделать обычную форму поиска в шапке, это, знаете, еще неоднозначный вопрос, как это сделать. Сделать это просто как верстку в шапке, там, один тег форм, один input с поисковой строчкой и одна кнопочка с типом submit. Или сделать это все-таки как компонент форма поиска. Ну, ладно, покривил душой, конечно же, нужно делать этот компонент. Но, тем не менее, это вот прям грань близка. Компонент, который никакой логикой не обладает, его можно настроить, но настройки, скорее всего, никогда не будут меняться, и он сам по себе ничего не делает. В общем, два главных компонента – поиск по заголовкам и страницы поиска. Чтобы какие-либо данные можно было отыскать через модуль поиска, эти данные должны быть проиндексированы. Я уже сказал, какие модули индексируются: инфоблоки, блоги, форумы, главный модуль. Но это далеко не все. Если вы откроете список модулей Bittrex, вы увидите там ого, сколько модулей. Например, highload-блоки, про которые мы с вами какое-то время назад говорили. Вот highload-блоки никак не индексируются. И это один из критериев, на который мы смотрим, когда задаем себе вопрос, в чем лучше хранить данные. Вот в инфоблоках может быть там медленно и убого, но там можно бесконечное количество свойств и индексация есть. А в highload-блоках такого нет, которые вроде как более клевые. Тем не менее, добавить свои сущности в модуль поиска всегда можно. Если очень хочется индексировать highload-блок, можно сделать. Данные индексируются
В двух случаях автоматически при изменении этих данных. Допустим, если у нас какой-то элемент инфоблока уже в индексе, то при изменении элемента все изменения оказывают влияние на поисковый индекс. Если только это важно, в API нет прям принудительного запрета на переиндексацию. У многих инфоблочных методов, которые обновляют элементы и разделы, а что многих, их там 4, апдейтнуть элемент, апдейтнуть раздел, удалить элемент, удалить раздел. Вот у таких методов есть аргумент, который называется disable index. Ну вот что такое disable search update. Для чего это нужно? Почему вообще кому-то может понадобиться не обновлять поисковый индекс? Ведь если элемент удален, а в индексе он есть, то и в поиске он появится. И когда человек перейдет по ссылке старой, которая была в индексе, на страницу, он увидит 404. Казалось бы, да, зачем такое делать? Такое делают не для того, чтобы подгадить пользователю, простите выражение. Такое делают для того, чтобы оптимизировать нагрузку. Вы представьте, что мы, не знаю, импортировали 50 тысяч товаров случайно, не тех, и нам нужно их все срочно удалить. Если ходить в таблицу индекса и после каждого удаления элемента удалять один поисковый индекс, это будет довольно-таки затруднительная операция. Ну, нет, для мощного сервера не особо, но так, в целом, по общечеловеческим меркам, на одно удаление отсюда надо туда делать селект и удалять данные оттуда. Нехорошо. Так вот, это сделано для массового удаления после. Или другой пример, импорт данных из, например, 1С. Когда мы импортируем 100 тысяч товаров и 10 тысяч разделов, мы не сразу обновляем поисковый индекс. Мы сначала все-все-все затянем, а потом один раз переиндексируем все новое. Опять же, так будет оптимальнее для нагрузки. И также есть, это я отвечал на вопрос, когда данные переиндексируются сами. А еще есть принудительная переиндексация, которая запускается в панели управления сайтом. Там есть переиндексация только измененных данных, и есть переиндексация вообще всего и вся на всех сайтах, всех модулей, все-все-все. Причем, если у вас глючит поиск в уроке Академии по поиску, вы переиндексируете, может быть разглючит. Бывает такое. Это как, знаете, такая присказка, если в Битриксе что-то идет не так, это значит закэшировалось, надо кэш сбросить. Ну вот с поиском примерно то же самое. Если поиск работает неправильно, попробуйте переиндексировать. Иногда бывает, что он слезет. Вот так выглядит окно переиндексации. Галочку только измененные обычно снимают, оставляют шаг небольшой. То есть не 600 секунд надо ставить, здесь 30, 10, вот так, 10-30 секунд ставить. Как внутри устроен этот модуль? Он опрашивает, модуль Search узнает, какие другие модули стоят на сайте. И обращается к каждому модулю. Обращается через технологию событий. Говорит, эй, ты, модуль, допустим, инфоблоки, а ну-ка верни мне перечень того, что я в тебе могу поиндексировать. Ну и там пошаговость алгоритма есть. Допустим, он говорит, верни мне первые 100 записей того, что я в тебе могу проиндексировать. И модуль инфоблоков лезет в таблицу элементов и разделов, объединяет и возвращает. Говорит, вот у меня есть элементы 50, и вот у меня есть разделы еще 50 штук. Держи, друг, обрабатывай. Модуль поиска начинает каждый из этих элементов обрабатывать, индексировать. При этом он вызывает событие beforeIndex. Вот одно из примечательных событий. Тут нет названия on, тут и просто before. Через обработчик события beforeIndex я иногда могу заговариваться и называть его onBeforeIndex, потому что по сути это все-таки onBefore. В этот обработчик приходят все поля, которые передал модуль инфоблоков, и эти поля можно модифицировать. Это то самое место, тот самый обработчик, который нужен, если вас просят модифицировать поиск. Это как в старом бородатом не смешном анекдоте, что если в слове хлеб сделать 4 опечатки, получится слово пиво. Вот before index как раз нужен для того, чтобы такие опечатки делать, поддерживать.
Для того, чтобы подключить свой модуль или какой-то из системных начать индексировать, ну, допустим, вам очень хочется индексировать пользователей, а они уже есть в главном модуле. Ну, соответственно, создаете обработчик событий onReindex и говорите, а в главном модуле есть пользователи, вот про них вся инфа, запиши себе в индекс. То есть, если нужно новую сущность, это onReindex, если нужно имеющиеся сущности, то это событие onBeforeIndex. В модуле Search много таблиц, но основных все-таки три, которые нас интересуют. Самое первичное с сырыми данными – это B-Search Content. Даже называется довольно-таки базово контент поиска, если перевести. Это основная таблица. Там хранятся вот именно те данные, которые вернул нам модуль про каждый элемент. Там много столбцов, и самое интересное из них это ID модуля, ID записи, URL, заголовок, title, body и теги. Что тут интересно? Каждый модуль по-своему изгаляется, придумывая item ID. Посмотрите сами, тут нет такого понятия, как сущность. Тут все определяется ID модуля. А ведь в инфоблоках есть и элементы, и разделы. Хранятся они в разных таблицах, а значит на свете могут существовать 50-й элемент и 50-й раздел. Вот Bittrex в инфоблоках решает эту проблему следующим образом. Когда он вычисляет item ID для элемента, он его возвращает как есть. Для элемента это будет 50. А для раздела он добавляет в начале префикс s, section. Поэтому элемент 50 будет 50, а раздел 50 будет s50. Что касается модуля главного, там есть страницы. Но item ID, а что однозначно может определять страницу? Да? Ну, наверное, адрес, имя файла, полный от корня сайта. Казалось бы, а нет. Дело в том, что в главном модуле есть может быть несколько сайтов. Это у нас с вами S1, один единственный сайт. А у нас может быть английская версия сайта в папке root, в папке n, а может быть просто на другом домене. И когда Bittrex индексирует главный модуль по-следующему решает эту проблему. Он добавляет ID сайта перед путем и добавляет вертикальный слэш. S1 слэш about index.php. Это будет страница about на сайте S1. А если у нас на английском сайте, то будет S2 слэш about. URL, title, body и text каждый модуль вычисляет по-своему. Теги у многих есть, у инфоблоков есть теги, у страницы есть теги. Поэтому используется. URL у страницы физической из главного модуля, раз уж я про этот пример говорю, есть. И у инфоблоков тоже есть, и у разделов, и у элементов. Title, опять же, есть и там, и там. Body, вот с body интересно. Title из инфоблоков попадает название элемента, название раздела. По страницам название страницы. В body элементов попадает детальный текст плюс все свойства, которые вы пометили как необходимые для индексации. Если у вас написано про товар какой-нибудь, про элемент, самый лучший на свете товар, цвет красный, свойства, у вас будет написано самый лучший на свете товар красный. Если у вас там 100 свойств отмечено, то у вас будет самый лучший на свете товар красный, 5, нет, да, термолобильный, по рецепту, зимний, не знаю, унисекс. Просто будут перечислены все значения. Но это не страшно, потому что вот этот боди никогда пользователь-то... Не, погодите, увидит. Да, пользователь увидит его на детальной странице поиска. Сейчас туда дойдем. Поэтому совсем уж ерунду давайте туда не будем писать. Есть еще интересная таблица. На самом деле, основных таблиц две. Тут написано, что три, но одна из них, она такая промежуточная. Многие ко многим делает. Не имеет определенной нагрузки. Так вот, B-Search Stem – это стемы, стеминги или основы слов. Что такое основы слов? Это очень интересная тема. Сейчас вот буквально через минуту к ней перейдем. URL инфоблока важно, надо заострить на этом внимание. Как вы уже могли заметить,
Есть в двух местах у Битрикса упоминание URL для инфоблоков. Первое – это компонент комплексный, и второе – это настройки инфоблока, что где используется. Вот настройки комплексного компонента – это ЧПУ, это то, какие страницы сайт дает открыть. Неважно, откуда берется ссылка, если она попадает под определенное правило, он ее определенным образом интерпретирует. А настройки в элементах и в разделах путей – это то, какие ссылки Bittrex генерирует, когда не знает, что он находится в этом компоненте. Например, в поиске. Если вы через поиск находите в вашей академии товары успешно, но по ссылке переходите и видите какую-то ерунду, значит, что у вас правило некорректное для этого инфоблока. У вас и в правилах инфоблока, и в правилах ЧПУ комплексного компонента одно и то же должно быть написано. Тогда вы будете по правильной ссылке переходить, попадать на правильную страницу и видеть контент. И поехали про основы. Для чего они нужны? У Bittrex есть галочка. Использовать морфологию в поиске. Что это такое? Если морфологию не использовать, то Bittrex работает довольно-таки тупо. Он ищет ровно то, что вы ввели, ровно в том, что есть на сайте. А если вы используете морфологию, то есть вы допускаете разные окончания, чуть-чуть разные вариации слов, то он каждый текст, который проходит через модуль поиска, а это body от индексируемого контента и запрашиваемые данные, строка запроса, проводится через математическую процедуру выделения основ грамматических. Разумеется, эта автоматическая процедура довольно грубая, она не дает, это не те основы, которые вы на уроках русского языка в школе проходили. Он просто как-то по математическим правилам отсекает некоторые вещи с конца, как правило, иногда с начала слов. Пример. Есть, взял с тиражного сайта, есть страница, на которой контент следующий. Вы зарегистрированы и успешно авторизовались. Вернуться на главную страницу. И там ссылка. Но ссылка здесь, разумеется, не индексируется, поэтому весь HTML откинули. Найденные основы здесь. Вы пропустилось и пропустилось, на тоже пропустилось, слишком короткие, не несут никакой семантики. Зарегистрировав, успешен, авторизова, вернут, главн, страниц. Если быстро-быстро это говорить, то примерно смысл понятен. Но не до конца. Так вот, когда Bittrex проиндексировал эту страницу и получил вот этот body, он заполнил таблицу bSearch.stem этими стемами, а в таблице bSearch Content Stem многие ко многим сделал, потому что стемы могут быть на разных страницах. Он сказал, вот на этой странице, вот у этого айтема поискового есть вот эти стемы. В результате мы по запросу зарегистрированная, например, можем найти страницу, где написано зарегистрированы. Вот как раз скриншот, где это реально получилось. Почему? Да потому что Bittrex заранее проиндексировал текст, который у него есть на сайте, и все поисковые фразы, которые в него приходят, он через тот же самый алгоритм пропускает. От вашего поискового запроса зарегистрированная останется ровно тоже зарегистрирован. А вот если где-нибудь там допустить опечатку и в середине слова зарегистрированное поставить, не знаю, единичку, он не найдет, потому что основа выделится уже другая и там не очень-то похоже выйдет. Есть особенность интересная в Bittrex, это не баг, это фича. Я уже говорил про компонент поиск по заголовкам и компонент страница поиска. У них разные поисковые алгоритмы. Дело в том, что поиск по заголовкам, он буквально ищет только по полю title. Если у вас, а дальше понимаете, у вас разный контент в title и в body, и один и тот же поисковый запрос вернет вам разные записи, возможно, даже вообще разные, еще и в разном порядке. Поэтому иногда спрашивают, а почему поиск по заголовкам, поиск в шапке его еще называют, поиск в шапке сайта, живой поиск, возвращает одни данные, а переходим на детальную страницу, там совершенно другие. Да потому что алгоритмы разные. Поиск по заголовкам быстрый и неточный, а боди он тяжелый, основательный и более умный. Менять их местами не стоит, делать единый алгоритм тоже не стоит. На то он и быстрый поиск. Типа
Bittrex как бы отвечает на вопрос. Ну, что-то по такому запросу у меня есть. Ну, вот, например, на. Раз, два, три. Нужно больше, переходите на детальную страницу, там будет больше. Поиск и правда одна из довольно тяжелых процедур, поэтому для крупных интернет-магазинов, вообще интернет-проектов, в которых есть что поискать, какие-нибудь новостные крупные медиапорталы, там используется отдельное ПО для поиска. Уже не Bittrex сам занимается индексацией своих данных, используется сторонняя разработка, например, Sphinx. Sphinx можно попросить проиндексируй меня, и Sphinx можно попросить, а ну-ка, выдай мне результаты по запросу такому. И тогда это все уже делается не в рамках Bittrex, но какая-то интеграция от разработчиков из 1С Bittrex все же есть. Даже в Bittrex VM, которую вы ставили для своих лабораторных, есть поддержка вот этого Sphinx. Если не боитесь, можете ее включить. Есть отдельная документация и посмотреть, насколько удачно это все работает. Ну, вот классический такой пример. Если мы вернемся к этому поиску, через обычный поиск введем просто букву первую, опустим, даже нет. Вот у нас есть слово зарегистрированный. Вот если мы букву Z пропустим и введем «арегистрированный», он не найдет. Вот так вот он устроен. А через Sphinx можно настроить, чтобы нашел. Там алгоритмы посложнее, и при этом он оптимизирован под поиск, а битриксовый поиск это все-таки это простые SQL-запросы и какие-то PHP-шные алгоритмы, не больше, но и не меньше. Рубрика «Полезные ссылки» ничего не поменялось. И сегодня я вам выдаю 5-ю лабораторную работу. Ее сдаем 22 апреля. Нужно будет создать собственный комплексный компонент. Сегодня мы как раз в первой части этой лекции говорили о проблемах вот в этих уроках. Собственный комплексный компонент с веб-формами. Нужно настроить управление доступом и безопасностью. И нужно создать свой гаджет. На этом у меня сегодня все. Я сейчас пойду, вот сейчас у нас вечер 8 апреля, пойду проверять ваши лабораторные работы, отвечать на письма, если что-нибудь новенькое пришло, всячески помогать. За прошедшую неделю я получил всего парочку лабораторных работ, но молодцы, что это же была выходная неделя, насколько я понимаю, у вас. Молодцы, что тем не менее поделали. Прям вот молодцы. Надеюсь, что вы меня в ближайшее время прям завалите лабораторными работами, чтобы было что проверять, потому что, правда, испытываешь удовольствие, когда видишь, что человек что-то хорошее сделал. Прям постарался и сделал. Уже есть у меня несколько примеров отлично выполненных лабораторных работ. И отлично, вот буквально 2 слова про видео. Вот не буду называть по фамилии, боюсь ошибиться, потому что. А один человек мне прислал вот просто эталонное видео. На видео, как оно записано. Одно видео соответствует одному уроку из академии. Видео состоит из следующих частей. Человек открывает PDF-ку, выделяет прям текстом мне пункт, который демонстрирует, переключается в браузер, показывает. Вот оно в браузере. Вот так видит пользователь, вот так видит анонимный пользователь, вот так оно в коде написано. По второму разу какие-то нюансы показывает, а вот так в Эрмитаже настроено, а вот так в админке. И все, на этом конец видео. Потом переходит к, если несколько требований, то требования, реализация, требования, реализация. Вот прям эталонное видео, одно удовольствие такое смотреть. Спасибо большое, пишите еще, надеюсь увидеть. Вопросы будут, пишите на почту, пишите в Skype, пишите куда угодно. Стараюсь всем отвечать. Не в режиме реального времени, но там раз в день я почту утром стараюсь проверять. Всем спасибо за внимание. Пока.